Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Пасьянс, Таро прогноз, события ближайшего времени. Давайте с вами узнаем, чего же ждать в ближайший месяц. Это у нас октябрь. С чем это будет связано? В центре нашего внимания вопросы благополучия. И давайте мы узнаем, как раз на события нам больше показывают карты пасьянса. Никогда не знаешь, кстати, что там выпадет, потому что мелкие карты рандомную выдачу осуществляют. И, конечно, будем реалистами. Всегда об этом говорю. Хоть объединяет один знак зодиака, а все равно ведь у каждого своя судьба. Все равно каждый из нас с какими-то нюансами. Поэтому первое, что я вам хочу предложить, переложите вашу тему или какую-то задумку. А может быть и то, что вас сейчас беспокоит. На метафору значений, которые выпадут. И я так думаю, подсказки вы получите. Альтернативно, это по вашей части, мои дорогие. И интеллект тоже. И хочу пригласить вас на свой сайт, ссылка в описании под видео, осень 2025. И поверьте, это не только осень, поскольку декабрь, ну, вряд ли принесет какие-то новые энергии. Скорее, да, мы можем тут такой хаос информационный, кстати, слышать на протяжении до конца года. В 26-м и еще веселее пойдет. Год огненной лошади. Но если мы берем ракурс на наше благополучие, то основополагающими это 2 месяца, октябрь и ноябрь. А уже в декабре это будет по какой-то накатанной более траектории. Ладно, кому интересно, тот прочитает. Мы идем с вами вперед. Что же там? События ближайшего времени. Чего же вам ждать, мои дорогие водолеи? Вот смотрите, в нашем пасьянсе мы можем складывать карты в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. И у вас уже совпадают вот эти цепи, это как сердечная внутренняя тяжесть. Это не есть что-то конкретное. Может быть, это на фоне сомнений, в чем-то вы там или сомневались ранее, или какая-то история, которая уже закончилась, вам покоя не дает. Ну да, может быть, это вы вот ждете, как будто что, как же какая-то история будет продолжаться. Хотя, вы знаете, отчасти могут вам говорить карты о том, что это может быть информация, которая дополнение идет к тому, чего вы обдумываете. А может быть, это что-то вообще альтернативное. Но смотрите, колокол– это всегда как неожиданная новость. Это то, чего мы не ждали. Это то, что мы как раз даже не предполагали. И здесь у каждого по-своему, потому что у кого-то это может касаться, допустим, сферы ваших достижений. У кого-то это может быть связано даже с переездом или какими-то поездками. Вам тут что-то придется перестраивать. Но я тут больше вижу какие-то блага, мои дорогие, все равно, потому что, смотрите, кольцо, прочный союз, а более того, помним, что возможности, они к нам как раз и приходят. Как-то криво, косо, непонятно. Колчан со стрелами. И в нашем пасьянсе полное исполнение желаний. Насколько полное, я не берусь судить. Но то, что что-то у вас будет хорошо, это факт. Поэтому пойдем с вами вперед. Что нам еще? Да точно, смотрите. Добрая энергия, добрые перемены. Часы– это добрые перемены. Поэтому даже если какая-то новость или какое-то предложение для вас, мои дорогие водолеи, поначалу выглядит вообще непонятно, что с этим делать. А вот вы подумайте. И я так думаю, ваш интеллект вам тут какую-то очень изюминку интересную может подсказать, потому что возможности, они действительно скрываются в тени. Нам нужно что-то рассмотреть. Пусть это в средствах массовой информации что-то вы слышите, но стало быть теперь вы как-то переложите, да, вот колокол, внешние именно какие-то воздействия на вас, не вами инициируемые, но вам с этим нужно как-то правильно, опять же, провзаимодействовать. Тогда бонусы будут. Вот конкретно так. У кого-то бонусы исполнения желаний, мои дорогие, и вот смотрите, еще деньги. И деньги– это может быть решение каких-то вопросов, которые связаны, или мы можем к финансам свести. Имущество, движимое, недвижимое, или это какой-то проект ваш. Но будьте осторожны, маска, поэтому сами держите маску за пазухой. Вы, кстати, можете, может быть, это по работе.
Вы даже предполагали на какого-то человека, что нет, он не совсем честен, откровенен. И здесь какая-то правда о нем вскроется. Такое могу предположить. Но вот ведь что у вас еще выпадает. Я уже не буду эти карты как бы перестраивать, да? Нож– это ссора. А когда нам маска выпадает, нам ведь всегда о чем? Нам говорят наоборот, если ты даже уже разгадал вот эту персону в маске, здесь может быть и зависть, или, как знаете, шушуканье за вашей спиной. Самим-то тоже нужно одевать маску. Вот держите эту маску за пазухой, а если даже разгадали, не говорите, словно маска «я тебя знаю», или там не пытайтесь с кем-то выяснить отношения, вот буквально все вот надо разобрать до мелочей. Нет, тут, скорее всего, раз вы поняли, наблюдайте, мои дорогие. Вы ведь уже тогда находитесь в более сильной позиции. Вы уже человека разгадали, а он об этом не подозревает. И вы можете еще что-то узнать интересное. Понимаете, то есть не всегда нужно торопиться расставить все точки над «и». И у вас еще что выпадает? Прочный союз. Но опять же оставлю добрые перемены, мне очень нравится это сочетание, мои дорогие. И вот посмотрите, вы можете тут и переживать, правда, потому что все же цепи. Вы можете быть с кем-то не согласны, и где-то вот эти внутренние переживания, смотрите, у вас еще раз повторяются череп. То есть на протяжении, может быть, октября каких-то волнений, ну, будет много. Но тут ведь даже, может быть, приятное было волнение. Или когда жизнь наша меняется, мы всегда, как знаете, в моменте перехода между прошлым и будущим. И поэтому нам, ну, бывает сложновато. А ведь для вас эти перемены и правда добрые. Смотрите, у вас еще якорь, уверенность, надежность. На самом деле здорово. Мы можем тут в разных красках видеть. Мы можем тут, ну, иногда вот когда колокол, да, может быть, это и правда какое-то известие от, рядом кольцо именно, да, может быть, это известие от такого человека, которому вы доверяли. Может быть, у кого-то даже метаморфоза. Вы доверяли одному, а потом поймете, что зря доверял или доверяла. И как-то вы тут пересмотрите конфигурацию взаимоотношений. У кого-то это по работе может быть, у кого-то еще там с какими-то вопросами связано. Но для вас, значит, время ясности– это на самом деле время добрых перемен. И, наверное, как и деньги, как и исполнение желаний, так и якорь. И явно тут много позитива может быть. Все зависит от нашего восприятия, мои дорогие. А у вас еще более того, смотрите, мы можем сложить, да, так, крайние ряды. И у вас получается, что открытый путь. Ключи, как бы ключи от многих задач у вас в руках. Но вот как правильно взаимодействовать? Потому что есть и персоны в маске, и есть и какие-то неожиданности или неожиданные события, новости. Но так или иначе, больше и ясности, и больше возможностей для вас, мои дорогие водолеи. Смотрю, что у вас еще совпало. Честно говоря, не вижу уже. Давайте пойдем с вами дальше. Чего вы не ждете, а это случится? Вот как раз, может быть, нам прояснят, что тут за колоколы, что тут за маски, что тут есть за что, да? Что случится из разряда того, что вы или не ждете, или не видите. С позиции неожиданности. Может быть и новость, а может быть и событие. Пусть нам карты подскажут сферу жизни хотя бы, да, или с чем будет связан вопрос. И как это все обернется, к чему это все придет. Чего ждать в личной жизни, в любви, взаимоотношениях? Чего ждать в финансах? И ваши достижения, чего ждать на работе, по согласованиям, документам, обучению, здесь у кого что. Итак, то, что вы не видите или не ждете, а это случится. Вот так. День сурка. А у вас, похоже, он заканчивается. Причем, может быть, очень быстро и неожиданно, кстати, правда? Вас жизнь заставляет как будто
вот вы можете быть на перепутье, вот может быть как раз с этого, по сути дела, вот эти цепи. Как вот этот вот маленький зверек, вот он так вылез из норки, да, и оглядывается. Будет, увижу я свою тень или нет, увижу тень, прыгну обратно, не останусь ни за что. То есть могут быть сомнения, заниматься чем-то, продолжать это или нет, участвовать в чем-то или нет. Может быть и на работе, увольняться или оставаться. Но явно был какой-то либо застой, иногда эта карта. Кстати, карта говорит, что мы складываем оружие. Вот посмотрите, 4 меча, они как будто в стороне. Здесь вам что-то нужно обдумать. И мы приводим мысли в порядок. Здесь не должно быть, если, может быть, или нам показалось. Здесь что-то нужно решать конкретно. А что это вообще? С чем это связано? Ух ты! Ну вот смотрите, у вас ведь правда сильная позиция, карта мага. Я не исключаю, что вот как раз эта маска, которая выпадала, какое-то манипулирование все же было. Но, видимо, теперь как перерокировка. Вы сами в этих энергиях, мои дорогие водолеи. И поэтому вы сами тут можете перевернуть какую-то историю или чью-то игру в свою собственную. Да точно, вам словно вселенная, ангелы помогают. Шестерка пентаклей. Здесь и правда помощь как высших сил очень часто проходит по этой карте. А вообще... Это карта финансового успеха. Давайте сразу откроем. Может быть, нам больше прояснят. Да, но вы знаете, тут по семерке чаш головокружение может быть какое-то. Это карта еще иллюзий. Явно денежки вы какие-то получите. Может быть, это у вас связано с недвижимостью. Иногда по этой карте, когда мы решаем вопросы и с нашими близкими, и с домом, или с семьей, или вот именно движимое, недвижимое имущество, и мы какую-то сумму получаем. Но здесь, посмотрите, вроде был какой-то застой, а тут наоборот движение. Но вам ведь, вы тоже в этих энергиях мага. Здесь, знаете, может что-то быть между светом и тенью. Или как вам какой-то ребус надо разгадать. Может быть и так. Или тайну вдруг вы какую-то информацию услышите. И это для вас будет тоже ключ к развязке, мои дорогие. Это правда? И это возможности. Вот даже не зная карт, понятно, да, вот если мы спросили, вы не ждете, да, а это случится. Вот правда тут по четверке мечей мы вообще ничего не ждем. Наоборот, мы даже сетуем какой-то полный застой. Или, может быть, один какой-то застой как такового нет, но вот одна какая-то тема, наболевший вопрос никак не решается. Так вот тут какое-то будет продвижение, как минимум информация. Давайте тогда откроем, как все обернется. Вот смотрите, вам нужно поступать по справедливости, буквально аркан правосудия. И обратите внимание, шестерка пентаклей и весы. И если мы, вот как будто все должно быть поровну, должно быть по справедливости. Может быть, это какая-то справедливость восторжествует. Или когда, может быть, и денежная тема. У кого-то могут быть, ну, к примеру, даже наследство. Почему нет? Потому что по этой по четверке мечей, по этой карте, это могут быть те ситуации, когда мы что-то ждали или не все от нас зависело. Поэтому мы где-то приняли за основу, что, ну да, будем рационально исходить из того, что будет складываться, да? И мы уже ожидали какого-то результата. Но вот именно ожидание какое-то было, может быть, затянувшееся. И вот тут надо по справедливости и поровну, может быть, буквально какие-то вопросы, которые в конечном итоге к финансам, к деньгам можно свести. Вот здесь вот нужно определить. Хотя у кого-то это по работе. И выполненный объем работ или ваша занятость, может быть, по времени. Тут у каждого как-то по-своему. Но и ведь от вас тут тоже карта говорит – причина и следствие. Для кого-то из вас, мои дорогие водолеи, знаете, денежки, может быть, как гонорар. Среди вас много творческих людей. Или, может быть, это как ваш бизнес. Что-то вы продвигали, не двигалось. Или наоборот. Тут, знаете, вы заработали какую-то сумму даже, и деньги задерживались. Вот деньги вы можете получить. А возможно, вы что-то переиграете именно по части бизнеса, творчества, работы. И вот тогда тоже тут надо по справедливости, ведь аркан говорит, и буквально юридические какие-то могут быть документы, подписания, соглашений, контрактов. У кого тут что. И здесь вот тоже нужно, понимаете, может быть,
где-то денежная тема присутствует, и у нас семерка чаш говорит, ты не замечтайся вообще-то. Поэтому что-то вас будет радовать, это факт. И именно в плоскости через деньги я вижу. Ну, даже если личная жизнь, значит, все равно какой-то есть меркантильный, будем говорить, интерес. Или пусть это будет по работе. Но, знаете, чтобы не было, наверное, как в басне, забу дыхание сперла. Я надеюсь, меня все правильно понимают, да, я просто обращаюсь к словам классика, потому что карта иллюзий говорит, ты можешь замечтаться. Мы словно тут парим, а деньги это не про парим и не про иллюзию. Конкретно надо посчитать справедливо. А что еще, как это дело обернется? Служанка в ожидании, так называется карта. И поэтому тут по справедливости может быть какое-то ожидание у вас завершается, потому что это карта кармы. Но тут будет многое зависеть от того, какие вы действия предпримете. И, видимо, неоднозначно. Кто-то может подзастрять, кстати, и, ну, отложить что-то на потом. А тут вот сам момент какой-то вам будет помогать. Поэтому, знаете, если какой-то вопрос у вас как возникает, или человек, кстати, а в этот период именно осени, не только октября, если что-то приходит на наш порог, это не случайно. Как-то нам нужно правильно провзаимодействовать. Как бы и не отмахнуться, и не сказать, ну, я завтра буду думать. Нет, думать нужно сегодня. Поэтому есть возможность разрешить какую-то ситуацию. Но для кого-то это, может быть, и будет завершение ожидания, да, вот мы говорим, правда. Ну, видимо, есть подоплеки какой-то темы, вопроса, или пусть это что-то по работе или личной жизни, неважно. И именно элемент, когда ничего не двигалось. А вот теперь есть возможность разрешить и по справедливости, и как-то правильно, остаться довольным. Это как вам, как по судьбе, правда? Что ждет в личной жизни? Вот в личной жизни вам выпадает консервативный король Пентаклей. Кстати, означает прочную связь, супруга означает, ну или может быть это супруга, я имею в виду женщина, мы по полу карту не рассматриваем. Но это некоторый консерватизм во взглядах. Может быть, это и вы, кстати. Вы интересный такой знак зодиака. С одной стороны, у вас есть понимание, вот знаете, как принято, не принято. И у многих это вообще отсутствует напрочь. То это очень важное качество, вот благородство, понимание того, что, ну, правда, когда многие вопросы в нашей жизни мы хотим решить как-то по-людски, да, вот мы говорим, есть такая фраза в русском языке. Но эта карта может говорить о том, что, с одной стороны, это означает надежность, а вот с вдохновением тут могут быть сложности. Может быть, это, знаете, ну, какая-то тема, по которой вы не договорились все-таки так, да, допустим, со своим супругом или супругой. Потому что, ну, вот словно уперлось что-то в стену, и движения не было. А может быть, это была какая-то связь, контакты, когда вы были с человеком на расстоянии, вы уже собирались, может быть, да, съехаться, встретиться, а потом вдруг закончилось какой-то паузой. И все это дело ни вперед, ни назад, и зависло как будто. То тогда, вы знаете, я тут все равно вижу какая-то конфигурация более конкретная, потому что хоть и консерватизма, тем не менее, это те люди, которые, ну, они придерживаются традиций. Может быть, это и ваш партнер такой. Традиций, когда вот все должно быть в каком-то порядке, регламенте, когда должна сказать, даже если у кого-то в отношениях, да, вот как есть такой король Пентаклей, мои дорогие, неважно, кто там, девушка, женщина или мужчина. Но вот эти люди по сигнификации карты, они не отказываются быстро от связей. Нет, потому что они собственники, мои дорогие. Поэтому тут вот такой момент тоже для кого-то может служить подсказкой. А может быть, это просто финансовая ситуация, касаемая вашей личной жизни. У кого-то и так. Вообще это у нас телец, дева, козерог или люди, имеющие там асцендент. Хотя я не рассматриваю чаще карты именно по астрологии. Но у кого-то может быть подсказка. Но вообще это люди надежные. Вот какой-то надежный фундамент по личной жизни вы тут точно
можете отстроить даже среди тысячи прежних неопределенностей, несогласованностей, каких-то споров или ожиданий. С чем-то определиться самим или что-то прояснить. Дела, работы, бизнеса, вот смотрите, прилежная ученица. И значит, скорее всего, есть какая-то тема, которую вам хочется развивать. У кого-то, может быть, вы пойдете на курсы, или вы там уже находитесь, вы что-то будете изучать новое. Очень часто по этой карте мы действительно как и изучаем, и нам в последующем эти знания пригодятся. Именно пригодятся для того, чтобы финансовую какую-то, может быть, и новую стратегию, да, отстроить. Или увеличить наше жалование, или дополнительный доход. Опять-таки, пентаклевая карта. Как будто, посмотрите, такие серьезные карты, пентаклевые, да, собственно, и на пасьянсе тоже деньги. В центре ваше благополучие, причем это не только планетарно, но, видимо, даже по двум колодам карт, как пасьянс, так и таро, колесо года, нам говорят, что есть какие-то вопросы, которые касаются материализма, которые нужно решить вот так конкретно, фундаментально, не предаваясь иллюзиям или не оставляя что-то на потом. Вам на пару шагов вперед нужно что-то просчитывать, вот это точно. Особенно по части денег. Иначе есть все-таки риск замечтаться. Или вот какая-то пауза длится. А дай-ка я еще подожду. Вот кто-то и так может сказать. А тут смотрите, какие возможности. И пространство помогает. Да и здесь-то у нас тоже выпадало полное исполнение желаний. И здесь ведь тоже по шестерке пентаклей сбываются наши мечты. Вот такой октябрь где-то. Не упустите. Спасибо, что смотрите мои видео, мои дорогие любимые водолеи. И я благодарю за ваши искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.